Всем привет! Сегодня у нас совместный топ с каналом Мистера Лонида. Добрейшего вечерочка, друзья! Сейчас вы смотрите первую часть топа, а вторую сможете найти у меня на канале. Ссылка в описании. В этом видео мы представим топ-10 действительно хороших филлеров из аниме Наруто. Обычно все ругают филлеры, причем весьма заслуженно, но мы постарались выбрать из их числа те, что и в один ряд с каноном поставить не стыдно. Ваше мнение может не совпадать с нашим, поэтому пишите свой топ филлеров в комментарии. Но перед началом ролика хочу вам посоветовать курс по рисованию. Если тебе интересна рисовка персонажей, в этом курсе ты узнаешь обо всех деталях рисовки и сам сможешь создать своего персонажа. Ссылка в описании. За микрофоном, а не видео. Всем приятного просмотра. На 10-м месте филлерная арка из далекого первого сезона. Миссия по устранению семьи Куросуки, развивавшаяся в сериях со 152 по 157. История Араги Куросуки, который со своей бандой оккупировал рудник. Разобраться с этим отправили Наруто и его друзей. И за всей комичностью и несерьезностью, которая присуща многим филлерам из первого сезона, скрывается по-настоящему пугающая составляющая данной арки. Раги настоящий псих, который хоронит заживо тех, кто его предал, при этом искренне рыдая на каждых таких похоронах. Несмотря на свою маниакальную натуру, Раги заботится о физически слабом мальчике Ранмару. Кроме этого, Раги один из семейщиков Тумана, владелец клинков Киба. И это один из многих филлерных персонажей, который впоследствии был введен в каноничную историю аниме Наруто. 9-е место мы присудили арке «Высвобождение Шестихвостого», которая включает в себя серии второго сезона со 144 по 151. Историям Джинчурики, за исключением Наруто и Киллера Би, уделено не так уж и много времени. И если их боевые навыки мы смогли оценить благодаря воскрешению Кабуто, то события из их прошлого мы почти не видели. И прекрасной возможностью узнать о судьбе одного из носителей хвостатых является эта арка. История об Утакате, Джинчурики Сайкен. Утаката, подобно Наруто, прошел через страх и презрение окружающих. Не найдя иного выхода, он сбегает из скрытого тумана. А после разворачивается интересная история о том, как он встретил Хатару, за которой охотится Ширанами, поскольку она является носительницей невероятно разрушительного киндзюцу. Однако самое интересное в этой истории совсем другое. Утаката ненавидит своего учителя и зарекся сам кого-либо обучать. Однако Хатару мечтает, чтобы он стал ее наставником, и в течение всей арки мы наблюдаем путь от отрицания к принятию того, что Утаката является сенсеем Хатару. 8-е место достается арке Саски Шинден, Книга Рассвета. Включает в себя серии с 484 по 488 второго сезона. Экранизация новеллы о начале пути искупления Саски через многочисленные путешествия по миру. Тем временем на Коноху напали люди, попавшие под гиндзюцу. Какаши не видел иного выхода, кроме того, как попросить Саски о помощи. И пока Учиха возвращался в деревню, он посетил небольшое поселение, где произошло аналогичное нападение. Тем самым оказался втянут в эту историю еще до возвращения в Коноху. В поисках того, кто за всем этим стоит, Саски посещает сначала Орочимару, а затем и Колизей, где проходят подпольные бои. Это и является основной фишкой данной арки. Она показывает то, что происходит за пределами скрытых деревень, и какие ужасы могут творить не только ниндзя-отступники, но и богатые люди. Кроме этого, здесь мы узнаем о судьбе практически полностью истребленного клана Чинуики. На 7-м месте располагается арка «Книга Шиноби Джираи. История о герое Наруто», которая охватывает серии второго сезона с 432 по 450. История разворачивается в иллюзии Муген Цукиёми Цунады, где она читает роман Джираи. В этом романе разворачивается самая настоящая альтернативная история, где Минато и Кушина не погибли, резня клана Учих не состоялась, а главным антагонистом выступает Сасори. Роман Джираи охватывает события с начала первого сезона и вплоть до 4-й мировой войны Шиноби. Естественно, такой объем событий нереально переделать под альтернативную реальность в столь малом количестве серий. Многое происходит слишком стремительно, полно сюжетных дыр и пробелов. Однако знаете что? Так и было задумано. Ведь все происходящее — это, повторюсь, роман Джираи, который читает Цунада. И поначалу она отпускала едкие комментарии касательно логики и сумбурности происходящего. Однако к концу арки про эту фишку забыли. И очень зря. Ведь если бы Цунада в течение всех серий комментировала несуразные моменты, то градус самоиронии был бы просто запредельным.
Шестое место по праву достается арке Шикамару Хиден «Облака, плывущие в мертвой тишине», которая развернулась во втором сезоне в сериях 489 по 493. Эта история замечательна по двум причинам. Во-первых, именно здесь нам показали любовную историю двух пар, а именно Шикамару и Темари, а также Сай и Ино. Во-вторых, здесь затронули очень важную тему, а именно, что не все шиноби смирились с мирным временем. Одни, как например Шикамару, продолжают оттачивать свои навыки, а ниндзя-отступники продолжают собираться в банды. И некоторые из них достигают такого размера и влияния, что подчиняют себе целые страны. Так и случилось со страной тишины, которую возглавил Генга. Амбиции Генга таковы, что он хочет свергнуть власть феодалов во всех странах и сделать шиноби правящим классом. Эту тему, кстати, могут затронуть и в Боруто. В столице этой страны пропадает Сай, на вызволение которого отправляется Шикамару. И в результате всего этого закручивается настоящая шпионская драма с примесью романтики и политики. Всем спасибо за вашу поддержку. Данный ролик был сделан с канала Мистер Лонит. Вторую часть этого топа вы увидите у него на канале, ссылка будет в описании и в комментариях. Также я буду рад, если вы поддержите мой ролик про анимешников на моем новом втором канале, где я буду выкладывать все анимации, которые я буду рисовать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь своими любимыми филлерами из аниме Наруто в комментариях. Всем пока!